Я вяжу шнуром карамель Дольче. Это легкий полиэфирный шнур на 100 метров 200 грамм. Цвет бискотти. Набрасываю нить на крючок так, чтобы край начала оказался перед работой. Подхватываю рабочую нить и образую первую петлю. Мне необходимо создать цепочку из 20 воздушных петель. Первая, вторая и так далее. И провязываю еще одну дополнительную петлю, 21-ю. Это петля подъема, она не берется в расчет. Далее вяжу ряд в заднюю перемычку косы из воздушных петель. Переворачиваю, пропускаю первую петлю подъема, вставляю крючок в заднюю перемычку, подхватываю нить и столбик без накида. Так в каждую точку до конца ряда провязываю 20 столбиков без накида. Первый ряд закончен. Провязываю петлю подъема, переход на следующий ряд, и каждый следующий ряд будет провязываться одинаково. Я не переворачиваю привычно на другую сторону, остаюсь на той стороне, по которой закончился первый ряд, и вставляю крючок, пропуская петлю подъема в полупетлю кромки текущего ряда и в полупетлю кромки предыдущего ряда. Следующим образом. Но здесь мне нужно этот край точно так же ввязать в полотно, чтобы потом не прятать его. Подтягиваю, вставляю крючок в намеченные точки и провязываю столбик без накида. Далее то же самое. Следующая точка полупетля текущего ряда и полупетля предыдущего ряда. Вяжу второй ряд как бы по внутренней стороне, располагая вязание как удобно. У меня 20 точек для провязывания должно получиться к окончанию ряда. Поэтому продолжаю соответствующие точки столбик за столбиком. Девятнадцать столбиков, и последний точно так же полупетля текущего и полупетля предыдущего ряда, столбик без накида. Петля подъема, не переворачиваю вязание, остаюсь на этой же стороне, пропускаю петлю подъема, полупетля текущего ряда, и у меня осталась вторая полупетля предыдущего ряда, столбик без накида. Узор получается очень плотным, прекрасно будет держать форму, поэтому не вяжите слишком туго, не усложняйте себе работу. Как нить идет и как позволяет провязывать крючок выбранного вами размера, в этом темпе и с этим натяжением нити и вяжите. Третий ряд точно так же контролирует 20 столбиков. Для того, чтобы края детали были ровные, аккуратные и одинаковые, важно последний столбик провязывать в одни и те же правильные точки. Полупетля текущего ряда и совсем рядом здесь же полупетля предыдущего ряда. Они оказались вместе за счет того, что предыдущими столбиками мы стянули ряд, и эти точки для провязывания уже прижались друг к другу. Последний 20 столбик, петля подъема, и таким же образом в те же самые точки провязываю ряд за рядом, навязывая необходимую рядность или нужный размер, кому как удобнее ориентироваться в сантиметрах или в количестве рядов.
У меня провязана необходимая рядность. Узор очень эффектный и плотный, смотрится аккуратно. И с лицевой, и с изнаночной стороны одинаково. Прекрасно подойдет для каркасных изделий, так как чудесно держит форму, не проминается и не провисает. Здесь сейчас последний ряд у меня закончился ступенькой. Я делаю петлю подъема, и для того, чтобы завершить деталь, вставляю крючок в те же самые точки, полупетля последнего ряда и полупетля предыдущего ряда, и протягиваю соединительную. Далее то же самое, в каждую точку для провязывания я ввожу крючок и провязываю соединительную. Это последний ряд обвязки. По окончанию последнего ряда отрезаю нить с небольшим запасом, опаливаю край и вытягиваю вместе с крючком. Итак, у меня провязано по одной стороне 33 ряда по рискам, по другой 34 и последний завершающий ряд обвязки. Напоминаю, ширина в 20 рядов эквивалентно 16 сантиметров. 34 ряда эквивалентно 36 сантиметров. Полотно, связанное таким узором, прекрасно подойдет для вязания ковров, салфеток под горячее, а также сумочек, клатчей и аксессуаров на ваше усмотрение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!